Друзья, я снова всех приветствую. Сегодня у нас в видео вот такой вот пациент, красавчик. Это супер универсальный маленький станочек советских времен. Многие скажут, да что же это за дичь? Ну, у меня на этот счет совершенно другие соображения. Хотя бы потому, что благодаря этой вещи я сделал свой первый станок. Это было очень давно. Я вам даже могу его показать. Вот так вот он выглядит. Это мини-циркулярочка. Это тоже будет мини-циркулярочка. Хотя станок универсальный, ребят. Здесь можно прикручивать и такой большой шлифовальный круг, как у Дани Крастера. Может быть, вы видели, он делал такой станочище. Да и вообще много-много всяких приспособлений. Он же является и миниатюрным токарным станком по дереву. Здесь есть салазки, там было какое-то подобие задней бабки. Точнее, это был заточенный болт под конус. И он играл роль задней бабки. Мощность станка 250 ватт, цена 25 рублей. Мне кажется, что в советские времена это была кругленькая сумма. Такие станочки стояли в станции юных техников, куда я ходил заниматься авиамоделизмом. И на них, на циркулярочке и на станке с шлифовальным кругом, мы пилили рейки для всех наших самолетов. Но дома-то у меня, ребят, не было такого станочка. Плюс в те времена я начал делать большой планер, чтобы самому можно было летать. И мне нужно было пилить гигантские объемы реек 10 на 5 для нервюр. В общем, на этом станке я все и выпиливал. Сейчас покажу вам, что там внутри. Все здесь, как видите, разбирается. Этот кожух сделан для подавления шума. Станочек, ну, очень сильно шумит. В общем-то, все вот эти вещи тоже сделаны для подавления шума. Вот так это выглядит, ребят. Мой самый первый станок. Здесь двигатель от дворников Москвича. Здесь карданная какая-то передача и редуктор. Редуктор, который примерно в 1,5 раза понижает обороты и, соответственно, в 1,5 раза повышает крутящий момент. Вот можно заметить, болт просверлен насквозь под углом. Вставлен законтрена шестерня на авиационных гайках. В общем-то, как-то так. Все это дело здесь работает, ребят. Здесь, короче, тоже что-то непонятное. Какой-то лютый полуредуктор. Этот станочек был сделан после того, как я вдохновился, как клево работает и как удобно пользоваться вот этим станком. Здесь линейка, можете заметить, регулируется всего лишь одним болтом. Он отпускается, и мы аккуратненько, регулируя параллельность на глаз, отмеряя линеечкой, выставляем нужный нам размер. Стружечка ссыпается вот сюда, и ее можно, в принципе, сбоку вытряхивать. Он очень тихо работает, вот так. В отличие от любых других циркулярок, это, согласитесь, очень тихо. Даже мой станочище, он работает значительно громче. Здесь есть такие прибамбасы. Циркулярная пила, которая практически сгнила уже. Разные втулочки. Вот такая коронка какая-то есть, видите? То есть это для токарного станка. Все это дополнительное оборудование я ликвидировал. Мне его вообще подарил сосед. Он хотел выкинуть на металлолом. Я вовремя успел. Увидел то, о чем я в детстве так мечтал. Именно поэтому мне так дорог этот станочек. Купил китайский диск с победитовыми зубьями. Не знаю, насколько хорошо он будет работать. Надеюсь, будет пилить. Потому что здесь и диаметр значительно больше. Вот, обратите внимание. И ширина значительно больше. Ну, может быть, нужно будет другой дисочек купить. Здесь нужно будет прорезать немножко большее окошко. И станочек будет готов, ребята. Можно будет пользоваться тихим станочком для распиливания мелких реечек, для авиамоделей. Хочу показать вам еще раз, как работает этот зверь. Подключил его на 25 вольт, хотя он раньше запитывался от 40. И попробуем распилить палочку из твердых пород древесины. Естественно, на 40 вольтах оно гораздо бодрее работало, но тем не менее я и твердые породы не пилил, а пилил обычную сосну, потому что планер делался из сосны. Но нужен блок питания на 40 вольт, чтобы нормально пилить. 25 маловато. Ладно, убираю его в сторонку и ставим пациента вот сюда. Нужно будет проточить втулочку.
Также нужно вытряхнуть вот это все содержимое. Видите, как здесь все круто. Сосед хотел выкинуть на металлолом, я спас, можно сказать, от мартеновской печи этот станочек. Это явно вряд ли бы кто-то его забрал. Тем более, что не у каждого есть ностальгия по старым станочкам. Но у меня она есть, ребят. И с этим ничего не поделаешь. Нужно для начала определиться, где у нас будет диск. И сделать более широкий пропил. Потому что сюда он совсем никак не становится. Измеряю промежуток, до которого нужно делать распил. Даю запас по пару миллиметров и равномерненько распределяю. Кстати, на той циркулярке, которая была в кружке, тоже был установлен диск большего диаметра. Но он был тоненький. Благодаря тому, что сделал маленький рез, есть возможность обломить этот конец. Там напряженное состояние и более тонкое. Но дальше пропиливать нельзя, иначе концы круга вышли бы на поля уже. Ну и теперь небольшая доработка напильничком. Теперь можно измерить местоположение диска. Для того, чтобы выточить втулочку. Как-то очень плотненько получилось. Теперь можно замерить вот это расстояние и выточить втулочку. Идем на токарный. Делать буду с дюральки. Так оно попроще будет. Все, естественно, за одну установку. По-другому и быть не может. При расточке в качестве калибров для измерений использую сверла. Подобрал их по этим двум диаметрам. Вот это один диаметр, это второй диаметр. И буду делать плотничком. Таким методом пользуюсь очень часто, потому что вал нельзя засунуть, попробовать. А вот сверлышко можно примерить, ребят. Ну вот, сверлышко заходит. Значит, и на вал насунется. Люфта практически нет. А это что? А это очень хорошо. Теперь делаю второе отверстие в глубине точно таким же способом. Второе сверлышко тоже заходит. Отлично. Теперь подсадка под сам диск. Посадка на 10 миллиметров. Сделал так широко, чтобы можно было измерять микрометром. Так, осталось, получается, 8 соток пройти. Все, ребят, смотрим. Давайте попробуем, как она находит на вал. Насаживается или нет. Да, отлично. Диск. Тоже неплохо. Ну что ж, получается, остается лишь закрутить гаечку, и все будет готово. Ну, нужно сделать шайбу еще. Это быстрое дело. Теперь меня больше всего интересует, как оно будет и будет ли оно вообще нормально пилить этим диском. А ну-ка. Отлично. Ну пальцы точно будет пилить, ребят. Я уже вижу. Но будет ли пилить деревяхи, пока неизвестно. Ставим столик. Интересно, знал ли этот станочек, что когда-нибудь на него поставят диск с победитовыми зубьями. Пробуем. Возвращение легенды. Вот что получается. Такой вот
рез. Здесь лохматенький. Ну что сказать, ребят, столик вот этот слабоват. Идет вибрация, нужно его укреплять. Если укрепить, вибрация должна пропасть. Естественно, тоненький материал будет очень легко резать. Сейчас был рез 16 миллиметров. Вот этот диск, он даже настолько, наверное, не торчал. Хотя, может, это максимум его и был. Вот. Сейчас у диска вылет получается 22 миллиметра на максимуме. Смотрим, как тоненькую палочку берет. Оп. А берет он ее весьма неплохо. Этот станочек именно для этого и создан на самом деле. Да. Это было какое-то непонятное дерево, ребят. Попробуем всем известное дерево. Дерево называется бук. И попробуем, ну, практически на максималочку. Стартуем! Ну, не сказать, что быстро оно его берет, но рез довольно-таки качественный. И оно его все-таки берет. Бук толщиной 19 миллиметров практически. Вот так. Бальзу вообще спокойно будет пилорамить. Пробуем. Бальза, она и в Африке бальза. Бальзу роскошно пилит. Так, ну и давайте попробуем, как он берет палец, ребят. Так, не, что-то я передумал. На Авито все реже и реже пальцы попадаются. Поэтому, наверное, не будем в этом видео испытывать. Как куплю новые пальчики, тогда. Ну а пока на этом все, ребят. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Хотя бы вот этот раритетик. У меня все. Всем всего доброго. Всем пока. До новых встреч.